Карта у нас имеется. А вот положить ее некуда. Надо бы это исправить. Да-да, это сундуки, в которых я храню все копии карт. Местами бывает весьма полезно. Хочешь арбузик? Нет? А может, ты хочешь арбузик? Да блин. Чё теперь делать-то? Если вкратце, ферма Бахчевых превзошла все мои ожидания, а тыкв с арбузами уже продыху нет. И в то же время размещать десяток фермеров прямо у себя на базе явно не вариант, потому что ФПС просто встанет и выйдет в окно. С этим нужно что-то делать. Самым логичным вариантом будет соорудить что-то вроде торгового центра недалеко от базы, но за ее пределами. Само собой, я не хочу делать тупо амбар с кучей жителей. У меня недалеко есть спавнер зомби и предлагаю пустить его в расход. Таким образом, мы убьем сразу двух зайцев. Будем зарабатывать опыт не только на торговле, но и на убиении ни в чем не повинных зомби. Хотя кому я вру? Где вы видели ни в чем не повинного зомби? Кусь, с вами Даизаэль, и у меня на сегодня большие планы. Я бы сказала, что нужно больше золота, но нет, нужно больше земли. Говорю прям как какой-то феодал. Моя основная лопата на шелковое касание, и она мне в этом деле не подойдет. Поэтому демонстрирую свой инвентарь. Целая куча простых лопат. Когда тебе вдруг резко надо дохренолеон лиан, то даже на мультиплеер начинаешь смотреть по-другому. Ну серьезно, только там можно завести личного садовника. Главное, чтобы он не потырил все твои алмазы. Нет, это не приступ перфекционизма, из-за которого я решила привести в порядок ближайшее болото. Лианы на базе кончились. Щито поделать. Ждать, пока вырастут. Ну, вы хотите увидеть новый выпуск когда? В 2022? Это определенно будет самая большая постройка из всех, которые я делала. На данный момент на этом выживании. Ребята, которые были на стримах, видели, что бревна далеко не самый основной материал для постройки, но даже его нужно 11 стаков. Тут хоть бы шалкеров хватило все это дело перенести на место. Скорее всего, не хватит. И, кстати, о стримах. Анонсы я размещаю в своем паблике во ВКонтакте, так что добро пожаловать. Ссылка в описании. Так. Да! Ура! Снайперская дуэль. Само собой, моих промахов никто никому не покажет. Это что еще за тусичи у меня на крыше? Вы кто такие? Я вас не звала, идите куда-нибудь. Приучаем нашу автопечку к горшку. Точнее, к горшкам. А точнее, к кирпичам, из которых потом эти горшки будут сделаны. А себя приучать к высоким температурам, потому что багровые стебли проще нарубить в аду, чем выращивать дома. Да отвянь ты от меня, свинина бешеная! Кажется, дело пахнет керосином. Этих свиней становится все больше и больше. О, хоть какая-то польза от этих пиглинов. Ничего себе, он подлетел. Мелкий, уходи, тут махач. Временный склад делать не придется. Спасибо моему походу в Энд, шалкеров хватает. Да-да, это все забито ресурсами. Мы на месте. Под нами спавнер тех самых зомбей. И прямо по курсу деревня, в которой мы будем исправлять демографическую ситуацию и проблемы трудоустройства. Хотят они этого или нет.
10 с лишним часов работы явно прошли не зря. Здесь симпатичнее, чем у меня на базе. Скорее всего, это из-за того, что тут единая композиция, а база у меня состоит из целой кучи отдельных фермочек. В общем, я довольна. Здесь у меня пакет «Все включено». Достаточно симпатичный интерьер, место для сна, склад для грязи и даже аквадискотека для зомби. Смертельный номер. Голову сюда все-таки лучше не совать. А то или зомби в тебя прилетит, или ты сам улетишь наверх и благополучно умрешь вместе с этими самыми зомби. И сейчас я вам покажу комнату, которую вы на таймлапсе никак не могли увидеть. Я ее называю разделочная. Вы сами видите почему. Ребят, надоели шуметь, а? Во, так получше. Вы видите флаг, вы видите карту, а это значит, что да, мы сейчас будем называть нашу постройку Мельница Тарен. Уж чего-чего, а нежити здесь хоть отбавляй. И пусть сама постройка завершена, работа над ней еще далеко не окончена. Нам нужно завести сюда жителей, которые будут у нас скупать все то, что мы вырастили на нашем огромном поле, и также товарищи, которые будут скупать гнилые шкурки. Любопытный факт. Именно хозяин этой деревни спрашивал в комментариях, буду ли я строить дороги. И как-то так вышло, что именно сюда будет проведена первая рукотворная дорога. Построение дороги начнем с моста. Не буду делать ничего особенно сложного, тем более, что сил после мельницы уже особо не осталось, как и ресурсов. Но древесины должно хватить. Поэтому делаем что-нибудь простенькое, не особо трудозатратное, но приятное глазу. Как-то так. А теперь с помощью лопаты соединяем мост и наши пункты назначения, а именно деревню и ферму зомби. Но это вы точно не вовремя, ребята. Если вы не заметили, то я самую капельку капец как занята. Поэтому будьте добры, свалите отсюда и не мешайте мне работать. Итак, у нас имеется 4 выхода из фермы. Дорога номер 1 будет вести в деревню, жителей которой мы добровольно-принудительно обречем на вечный труд. Во благо нас любимых, конечно же. Вторая дорога идет в сторону импровизированной шахты. Само собой, пока что там просто обычная пещера, но если нам вдруг что-то понадобится в этих краях, то копаться мы будем именно здесь. Третьей тропинке придаем такой вид, будто она затерялась в ближайшем лесочке. Четвертая уходит вообще куда-то в поле, черт знает куда упирается в холм, поэтому я даже показывать это не стала. А теперь нам пора в деревню за новыми работниками. Я надеюсь, ребятки там стойкие, и их не постигнет бесславная смерть от сну-сну. Мне кажется, этот домик замечательно подойдет под любовное гнездышко. Только нужно еще парочку кроватей. Само собой, что я их свистну из соседних домов. Не беспокойтесь, это временно. Я все верну потом на место. Возможно. Ты. Да, ты. Хочешь ты или нет, твои потомки войдут в историю. Я тебе там мужа подыскала. Или кто это вообще? Или жена? И че я, зря строила этот шикарный траходром, что ли? Пользуйтесь, ребят, не стесняйтесь. Я не уверена, насколько прилично смотреть на них в такой трогательный момент, но процесс пошел, и мы получили, что хотели. Здравствуй. Поехали, у меня для тебя есть новый дом. Я думаю, тебе там понравится. И, казалось бы, безвыходная ситуация. Наверх лодка не поедет. Но на этот случай у нас есть рычаг и поршень. Ставим поршень, рядышком ставим рычаг, проверяем все это дело, закатываем лодку наверх, и вуаля, можно ехать дальше. Мост – это хорошо, мост – это красиво, но опять-таки лодка по нему не едет, а разбирать ради того, чтобы перебраться на другой берег, такое себе. А вот мостик в один блок из земли – самое оно для таких вещей. Ворота тройные по той же причине, чтобы можно было протиснуться на чем угодно. И да, вроде как в тропинке лодка застряет, но не тут-то было. У меня все продумано. Так, мелкий, не бояться. Тут все в порядке, несмотря на то, что звуки крайне неприятные. Тебя тут никто не обидит. Ты, главное, спокойненько засунься на свое место, а не бегай как в жареный, где ни попадя. Так будет лучше нам обоим, правда-правда.
Он что, действительно меня послушал? Удивительно. Видимо, бог рандома просто-напросто уже вдоволь нахохотался над тем, как я бегала за всеми остальными и наконец-то сжалился. Другого объяснения я просто не вижу. Мы получили нужное количество жителей, по 18 с каждой стороны, а это значит, что трудовые гиганты в деревне могут быть свободны. Могут быть свободны, говорю? В смысле не хочешь? Кыш-кыш отсюда! Беги, говорю. Маньяк какой-то. Хозяин деревни может не беспокоиться. Я вернула домику первозданный вид. Ну, практически. Остальным же напоминаю о моей группе в ВК, где вы будете в курсе всех новостей канала и порадуете себя мемасиками в перерыве. Лайком и подпиской вы даете знать, что вам нравится мое творчество, а книга пожеланий и предложений находится в комментариях. Ссылки на контактик и поддержку канала в описании. Спасибо за просмотр, с вами была Даизаэль, пока-пока! А еще у меня сегодня стрим.